Привет! Начинаю я новую торговую сессию. Рынок у нас сегодня довольно-таки приятно движется, есть куча монет, которые летят, и думаю, не составит труда найти какие-то интересные ситуации по стратегии. Также пока не забыл, хочу сказать, у меня прошлая торговая сессия на канале закрылась в убыток, там было 3 убыточные сделки от они, и после них я, к сожалению, сел записывать еще одну торговую сессию, но она у меня, скажем так, просто забыл нажать кнопку «Включить запись». И вот эти сделки, которые у меня были на прошлой торговой сессии, получилась прибыльная, но, к сожалению, я не смог записать сами сделки. Поэтому начинаем сейчас с баланса в 1013 долларов. И с этих значений я также 1,5% риск на одну сделку, 5% риск на всю торговую сессию. С этих значений стартуем и буду заключать сейчас какие-то интересные сделки. Открыл я первую сделку. Мы видим, что у нас монета очень сильно растет. И в принципе тут у нас почти безоткатно идет рост. Было несколько небольших локальных остановок, но в принципе у нас рост продолжается и идет довольно-таки сильный. Мы видели, что у нас монета на максимумах остановилась, но никакого движения вниз не происходит. И мне кажется, трейдеры видят, что у нас отката вниз нету, мы постоянно поджимаемся все выше и выше. И складывается лично у меня такое впечатление, что у нас рост может просто дальше продолжиться. Тут есть небольшая опасность, что мы находимся на максимумах, и люди любят на максимумах обычно шортить, ставить короткий стоп-лосс и потенциально брать какое-то большое движение вниз. Но здесь мне показалось, что больше играет нам на руку то, что монета у нас очень очевидно остановилась на максимумах и наглядно, скажем так, поджимается все выше и выше и выше. И здесь довольно-таки страшновато заходить в шорт, так как мы видим, что у нас монета довольно-таки сильно летит. И вот были всякие какие-то небольшие локальные падения, которые очень агрессивно выкупаются. И складывается впечатление, что у нас рост в принципе продолжается. Именно поэтому я здесь заходил в шорт, так как мне показалось, что трейдеры будут заходить на продолжение движения и открывать здесь лонговые позиции. И у нас импульс вниз произошел, так как я и думал, и всех тех, кто вот здесь на максимумах заходили на продолжение движения, мы успешно закрыли по стоп-лоссам. Открыл еще одну сделку, но, к сожалению, я здесь открыл в плохом месте, и у меня очень быстро подходит к стоп-лоссу. Мне показалось, что мы здесь, в принципе, поджимаемся, и у нас похожая логика, как и перед этим, движение вверх должно происходить. Но я зашел здесь в очень плохом месте, когда мы начинали падать, и, в принципе, тут сделка, прям откровенно говоря, слабенькая была. Открыл шортовую позицию. Мы здесь видим, у нас также очевидные лонговые движения. В какой-то момент у нас монета пошла на небольшой откат. И в принципе довольно-таки очевидно нашла такой зеркальный уровень поддержки. И от него мы плавненько начинаем двигаться дальше по тренду вверх. На этом фоне мне показалось, что трейдеры видят там вот этот уровень. У них появляется возможность поставить короткий стоп-лосс. И потенциально зайти по тренду. Довольно-таки здесь неплохое место, чтобы открывать позицию в лонг. И при этом ставя короткий стоп-лосс, особо ничем не рискуя, плюс характер движения цены у нас в принципе похожий. Перед этим у нас движение шло довольно-таки такими небольшими свечами плавненько вверх. И вот сейчас у нас характер движения цены в принципе похожий. И все эти факторы в общей сумме, мне кажется, складывается в то, что трейдеры будут открывать вот здесь лонговые сделки, ставить короткий стоп-лосс за ближайший вот этот минимум. Плюс у нас круглое число 18 центов здесь. И, в принципе, неплохое место, чтобы поставить, точнее, зайти в лонговую сделку. Опа, идет резкий импульс в нашу сторону и, в принципе, сейчас может нас закрыть. Да, это круглое число 18 центов пробили довольно-таки резким импульсом, даже дальнейшее движение вниз пошло. Но в любом случае сделка у нас была неплохая, хотя потенциально тут можно было взять, ой-ой-ой, 7%. Открыл здесь сделку.
И тут у меня довольно-таки чуть-чуть нестандартная ситуация по моей стратегии, скажем так. У нас в принципе как будто противоположное я обычно торгую. Мы видим, что у нас есть какой-то уровень поддержки, от которого в теории можно было бы ставить короткие какие-то стопы и заходить по тренду. Но здесь я решил открыться по тренду. Кстати, у нас прям сильное уже и движение вверх идет. Мне показалось, что здесь люди будут открывать шортовые позиции, потому что у нас в принципе вот сейчас мы находимся локально в таком шортовом диапазоне. И также один из основных факторов, которые сыграли, скажем так, на то, что я открывал здесь лонговые позицию, это то, что у нас очень долго цена стоит возле уровня поддержки и не отскакивает никуда вверх. А все какие-то, скажем так, локальные отскоки у нас очень быстро продаются. И на этом фоне мне показалось, что вот в этом накоплении, вот здесь трейдеры будут заходить в шортовые движения, скажем так. И захотят пытаться ловить какое-то уже дальнейшее движение вниз, потому что от уровня поддержки у нас движение вверх не идет. И все попытки отрасти у нас агрессивно продаются. Именно поэтому мне показалось, что здесь большинство трейдеров будут открывать шортовые сделки. Ну и в принципе сейчас посмотрим, я ожидал вот с этого накопления какие-то 2% движения вверх, что может произойти. Так, и у нас в принципе идет в нашу сторону, и надеюсь нас сейчас, да, эта сделка у нас также закрылась очень даже хорошо, еще и пошло дальнейшее движение в принципе вверх. Отличная сделка. И, кстати, посмотрел я по скринеру, больше прямо сейчас не вижу я никаких интересных ситуаций. И, наверное, на этом, пока, скажем так, и баланс у нас сейчас на пике, буду завершать данную торговую сессию. Получилось у нас, давайте покажу, да, заканчиваю я с балансом $1060. Данная торговая сессия получилась в плюс. И если у нас такими темпами пойдет, то неделю я закрою, скажем так, не с очень большим минусом.